Наушники, которые могут потягаться в звучании с топами, такими как Sony WF-1000XM4 и не только. Вдобавок у них привлекательный дизайн, качественные материалы, отличная сборка. На борту они имеют активное шумоподавление, режим прозрачности, технологию NAR для пассивного шумоподавления и отличную автономность. Корпус наушников оснащен защитой от брызг класса IPX4. Помимо этого всего их можно подключить к приложению, в котором есть как кастомный эквалайзер, так и упрощенный вариант с автоподбором звучания под ваши предпочтения. Все это нас ожидает в наушниках под названием Grill TVS-1. Но какие подводные камни вам могут встретиться при покупке данных ушей, я сейчас расскажу. Я откровенно с ними намучился. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, благодаря Вячеславу, Вячеслав, тебе огромное спасибо, вы сможете лицезреть обзор на наушники, которых нет на российском рынке. Они мне даже вскрытые послали. Очень странно. Ну ладно, скрываем. Grill. Максимально эко-эко все. Очень большой бокс, разумеется. Убогий кабель, хотя USB Type-C, но он сам по себе по качеству еще больше хлам, чем только что я вскрывал QCY. Следующий момент. Это амбушюры, и их здесь по сути много. Притом есть еще и пенные. Плюс в карму вопрос только где хранить. Могли бы какую-нибудь коробочку послать в конце концов, среди концов. Корпус металлический, но не сильно тяжелый. В ушах как это дело выглядит, вы сейчас увидите, при том, что сами по себе наушники, они небольшие. То есть внутренняя часть, которая помещается в ухо, абсолютно стандартного размера. А вот то, что снаружи, а-ля полноразмерно имитирует, наверное. Вылетать ничего не вылетает. Плюс в карму сразу видим, что здесь есть возможность изменения громкости. Пока я не вижу возможности, правда, подключения к программе. Если вы это дело смотрите, значит, они меня заинтересовали. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже одна серая расцветка. Зарядный кейс изготовлен из алюминия с матовым покрытием. Дизайн привлекательный, выглядит прямо хорошо. Форма напоминает те же Sony WF-1000XM4, с которыми, к слову, я постоянно хожу, только с более прямыми гранями. К слову, обзор на них вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Да и в принципе все топы ТВС я покупаю, которые я считаю достойными обзора. Габариты внушительные, 65 мм на 34 на 39 мм. И вес соответствующий 61 грамм. В кармане с комфортом не поносишь. Тактильно бокс приятный и не скользкий. Вдобавок отпечатки не собирает. Как по мне, он очень практичный в использовании, не считая габаритов. Потертости за время использования не появились. Сборка в целом неплохая, но можно было бы и лучше. На корпусе расположили название производителя, LED-индикатор состояния заряда бокса, небольшое углубление для удобного открытия крышки, разъем Type-C и краткую информацию. Антискользящие вставки на дне бокса, к сожалению, нет. Открыть одной рукой бокс можно и довольно просто. Крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно. Шарнир пластиковый и люфт у крышки присутствует. Хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса на матовой поверхности расположили 2 места под наушники с 3 контактами для зарядки в каждом и маркировку. Наушники в боксе не гуляют. Притряски вылетают без особых усилий, но если перевернуть бокс, то останутся на своих местах. Емкость аккумулятора целых 770 мАч. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 24 минуты. Беспроводная зарядка на борту, за что отдельное спасибо. У бокса есть один эпичный фейл. Это саморазряд. За 12 часов он полностью может разрядиться. Даже если им не пользоваться, и по всей видимости это только с моим экземпляром. Так что будем предполагать, что в нормальных условиях обстановки дела обстоят лучше. Во всяком случае, на Амазоне отзывы положительные. Сколько раз можно перезарядить наушники от бокса в таких условиях, проверить невозможно, как вы понимаете. Но по словам производителя, если бы все было хорошо, до 4 раз. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из матового пластика. Дизайн запоминающийся, большая часть черная и есть серые вставки с названием производителя. Очень сильно они на проводные походят, которые планарные первые. Можете посмотреть обзор на канале, но они, конечно, звучат эпично, но внешне очень сильно походят. Также на официальном сайте указано, что сенсорная область закрыта стеклом. Сборка мне понравилась, только с внешней стороны наушника основная часть не порадовала, так как есть много зазоров и мест, куда будет забиваться грязь. Габариты составляют 31 на 20 на 22 мм по самым объемным частям. Вес одного наушника 6,8 грамма, звуковод круглый и небольшой 5,8
мм на 3 мм. Сеточка не из металла и не из пластика. Посадка в ухе комфортная, при длительной носке уши слегка устают. Из ушей выпирают, но не сказал бы, что сильно. На корпусе у нас находятся микрофоны, контакты для зарядки, съемная силиконовая вставка для более плотной посадки в ухе, компенсационное отверстие и сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков свайпами, как и регулировка громкости свайпами. Вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова и переключение между режимами шумоподавления. Одиночный тап на борту, ложные срабатывания были, но редко. На тапы, как и на свайпы, откликаются отлично, к слову, озвучивание на английском языке мужским голосом. Оснащены наушники динамическими драйверами на 10,1 мм, диапазон частот не совсем стандартный, от 4 Гц до 22 кГц. Чувствительность 105 дБ, активное шумоподавление на борту, и оно неплохое, но топовым его назвать сложно. Допустим, те же Realme Buds Air 3 за $40 по шумодаву при правильном подборе амбушюр не хуже справляются. Также на борту есть технология NAR, которая пассивно блокирует шумы в диапазоне высоких, средних и средних частот. Режим прозрачности на борту, он слегка раздражающий, но использовать его при разговоре с собеседником удобно. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключение не бесшовное, автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинта я не обнаружил, во всяком случае подключиться с двух устройств к наушникам я не смог. Может быть, есть какой-то супер способ. Сенсоров приближения не завезли, что является крупным таким фейлом, учитывая стоимость ушей. Анимации также нет, емкость аккумулятора одного наушника производитель не указал, полный цикл зарядки занимает у меня 1 час 30 минут. При подключении к iPhone 13 Pro отыграли они на 60% громкости 6 часов 41 минуту, что довольно сильно. Если тестировать с Android устройством, то все плохо, так как они постоянно без причины лично у меня отваливаются, притом практически на всех девайсах, включая OnePlus 9 Pro, OnePlus 10 Pro, Samsung S22 Ultra и еще в большом количестве устройств. И на iPhone также бывает это дело встречается, но намного реже. И напоминаю, что скорее всего у меня некачественный экземпляр попался, но вот что есть, о том им рассказываю. Защита от брызг IPX4, я, конечно же, их искупал в проточной воде, с ними по итогу ничего не произошло. Это является хорошим показателем, делать так не стоит, потому что защиты IPX7 нет, значит они максимум при IPX4 не боятся небольшого дождика. Приложение, с которым эти наушники можно использовать, называется Sound ID. Работает оно лучше всего с устройствами iOS, но у меня его скачать в Apple Store на данный момент нельзя. На Android его можно скачать через браузер. В приложении интерфейс на английском языке и функции по минимуму. На главном экране заряд наушников и бокса не отображается, к сожалению. Есть ползунок, которым включается ваша персональная настройка, о которой я позже расскажу. Также в приложении можно посмотреть тапы, но настроить их под себя нельзя. Обновить прошивку возможность есть, что очень даже хорошо. Вдобавок, обновление прилетало. В соседней вкладке можно пройти тест на слух, воспользоваться автонастройкой звучания под ваше предпочтение, или вы можете перейти в раздел кастомного эквалайзера. Что в авторежиме, что в ручном, наушники откликаются на изменения очень хорошо. Однозначно советую воспользоваться автоподбором, так как без заморочек вы можете получить звучание, которое будет устраивать лично вас. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 с чипсетом Qualcomm 5141. Из кодеков на борту целый выбор: SBC, AAC, Qualcomm aptX, Qualcomm aptX Adaptive и LHDC. Через две стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка порадовала. Звучание полностью погружает в игру. Если вы не проф, вам будет в принципе достаточно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с CVC шумоподавлением окружающие шумы глушат не лучшим образом, как и ветер. Перегруз присутствует, голос не сильно искажается. Примеры вы сейчас услышите. Если вы хотите услышать оповещения на чисто английском языке, озвученные американцами, то welcome, вот эти наушники идеально вам подойдут. Насколько хорошо работают микрофоны, вы сейчас услышите то, что из тех, кто смотрит данный ролик, там 1000 вас человек, 10 тысяч нас будет, 100 тысяч, неважно, приобретут, может быть, человека 2, я уверен на 100%. Но это не повод, и то, если приобретут, рассказать вам о том, насколько хорошо отрабатывают микрофоны. Напоминаю, что кейс саморазряжается, напоминаю, что
бывают проблемы с подключением к программе, точнее не проблемы, они просто не подключаются к программе на андроиде. С iOS-системами проблем таких нет. Бокс габаритный, звучание, вау, цвет, блеск, красота. Если есть возможность это дело послушать, я настоятельно вам советую. Почему? Потому что когда говорят объем вакуумных наушников в затычках, ты все время думаешь, ну может быть там сцена вот более-менее нормальная. Вот это вау-эффект имеется. Но когда у вас периодически отваливается один из наушников, когда у вас разряжается бокс и остальные прелести жизни с наушниками а-ля 5 лет назад ТВС, когда вот все довольно плохо коннектилось, ну, за такую стоимость возникают вопросы. Обо всем я вам расскажу, разумеется, в ролике. По звучанию, то, что они сделали с программой из разряда того, что выбрать под себя тот звук, который вам нравится, я считаю, это лучшее, что я тестировал за вообще все время. То есть более интуитивно понятного подбора лично под мой слух, ну, наверное, ни у чего не было. Ничто не давало мне возможности вот так подобрать. Пальчиками с эквалайзером, да. Так, чтобы за меня решили, цвет, блеск, красота. Смотрим. Звучание. Как вы можете наблюдать, графика ЧХ, предоставленный производителем с включенным режимом ANC и с выключенным. Возможно, кому-то это дело понадобится, хотя, по большому счету, вы же прекрасно знаете, что слушать подобное надо. К слову, я сразу хотел бы отметить, что над звучанием действительно постарались, так как наушники в любых ситуациях показали себя великолепно, будь то игры, будь то фильмы или прослушивание музыки lossless качества. В стоковом звучании на 100% громкости, разумеется, каши нет. Запас громкости более чем достаточный. Я прослушивал музыку не свыше, чем на 75%. Бас упругий, слоистый, средний бас присутствует. Притом басхедными их не назвать, потому что средние частоты на своем месте, высокие, выразительные, четкие, что редкость для затычек. Опять же, не редкость для топовых затычек из разряда Sony, ну и для этих тоже. Звучание детальное с ощущением пространства. Глубины достаточно и баланс очень хороший, сцена широкая, инструментал отыгрывают хорошо, вокал вообще волшебно. По итогу я все-таки решил использовать Sound ID, чтобы добиться более детального отыгрыша инструментальных звуков, и я был приятно удивлен. Звучанием я более чем доволен, и советовать эти наушники по большей части можно только из-за звука. Но есть небольшое но. По моим ощущениям, они дорисовывают. Из минусов в моем случае это неудобство из-за постоянного дисконнекта наушников от смартфона, саморазряд у бокса, нестабильное соединение, если использовать Android-устройств, и не порадовала меня сборка у самих наушников. Плюс габариты кейса, они все-таки приличные. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, я оставлю на официальный сайт ссылку и ссылку на те наушники, которые я бы советовал вам купить, если вы здесь находитесь в Российской Федерации, потому что эти, мне кажется, вообще мало того, что никак не достать, и даже если вы пойдете в какой-то аудиофильский магазин и послушаете их, те недостатки, которые я перечислил, но они все-таки решают то, что на iOS сейчас не скачать программу. Я думаю, что это не только в моих ушах дело. В общем, у меня другие фавориты, я думаю, вы уже поняли. Резюмирую, Grill TVS-1 звучат действительно хорошо, если не сказать отлично. Изначально мне очень понравился их дизайн и материалы, но смириться с проблемой постоянного отключения от смартфона и нестабильной работой я не могу. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, там я выгружаю эксклюзивный контент, если кому-то интересны мои мысли по поводу девайсов, блогинга и всего остального с маленькими секретами, пожалуйста, нас там уже больше 7000 человек, раз в 3 дня что-нибудь интересное стараюсь выгрузить. Помимо этого, не забываем подписываться на телеграм-канал со скидками, постю только полезное, либо то, что сам себе купил, либо то, что планирую купить, либо что прям ну ультра дешево сейчас получается. Девайсу за звучание да, отдельное спасибо Вячеславу. За все остальные моменты наушникам однозначно нет. Есть возможность, послушайте в магазине, но перед покупкой 3 раза подумайте. Добра и удачи вам, дорогие друзья!